Здравствуйте! Это пасека Лаврова, Витебская область. Сегодня 11 апреля. И сегодня мы поговорим о весеннем развитии пчелосемей. Уверен, что многие пчеловоды стараются повлиять на развитие своих пчелосемей на своей пасеке. Стараются, чтобы они интенсивно весной развивались. Но надо понимать, что интенсивное весеннее развитие могут получить только те семьи, которые зимовали сильными семьями и которые потом благополучно вышли из зимовки и весной остались такими же сильными. А слабые семьи, если так уж получилось, они по какой-то причине за зиму ослабли, лучше такие семьи весной объединить. И тогда более-менее такие семьи будут развиваться хорошо. Весеннее развитие можно поделить на два этапа. Такие основные, это условное такое разделение. Первый этап – это когда идет замещение молодыми пчелами старых, зимовалых, осенних перезимовавших пчел. А второй этап, когда идет усиленное развитие семей за счет интенсивного размножения и пробавления вышедших молодых пчел в этой семье. В чем причина? Почему слабая семья слабо развивается весной, а сильная семья имеет такое ускоренное развитие, интенсивное развитие? Дело в том, что слабая семья запаздывает на первом этапе. То есть первый этап у нее удлиняется, очень удлиняется первый этап. Это этап, когда идет замещение молодыми пчелами старых зимовалых пчел. Вот этот этап первый в слабых семьях очень сильно удлиняется. А у слабых семей, а у сильных семей он наоборот максимально сокращен. Потому что матка откладывает интенсивно яйца, то есть ускоренно идет размножение. Матка быстро, интенсивно откладывает яйца. И вот этот период 21 день, когда идет воспитание расплода, и после 21 дня выходят пчелки, тогда же в этот период идет интенсивное размножение уже. А у слабых семей вот этот период откладки яиц маткой прекращается. На том количестве яиц, сколько хватит энергии и сил у слабой семьи, у пчел, чтобы выкормить этот расплод, прогреть его, этот расплод. И этих пчел, которые выйдут у слабой семьи, их не хватит заместить, зимовалых пчел. И начинается тоже второй такой же период первого этапа. И вот почему этот этап удлиняется. А в сильной семье после первого этапа начинается второй этап. Усиленное, ускоренное развитие семей. Когда идет усиленное размножение и замещение усиление молодыми пчелами этой семьи. Ускорен. Вот такое получается быстрое развитие сильных семей. Но на ускоренное развитие семей не только влияет сила этой семьи, также тут будет влиять и наличие кормов, как обеспечены семьи кормами, то есть углеводными кормами и белковым кормом. Поэтому весной нужно пчеловодам, если вы хотите, чтобы ускоренно весной развивались, оставлять пергу на крайних рамках. Вот, если вы оставляете углеводный корм, тоже это будет влиять. Или вы сироп сахарный будете кормить зиму, или мед оставлять. Если будете мед оставлять, это будет влиять на ускоренное развитие семей больше, чем вы оставите сироп. Я последние годы даю пчелам на зиму мед, оставляю, значит, медовые рамки. Если его не хватает,
этого корма, меда, то я кормлю медовой сытой. Уже не сахарным сиропом, а медовой сытой. Также будет влиять и сколько кормов осталось весной. Если его недостаточно, его должно быть не менее 6-8 килограммов в каждой семье. Вот при весеннем развитии, когда вы смотрите гнезда, то вы должны примерно определить в сумме, сколько там кормов углеводных осталось. И примерно, должны рассчитать 6-8 килограмм. Если его недостаточно, значит, надо обязательно подкармливать. Я вам рассказывал, как я подкармливаю. Если это очень холодно, значит, даю кормушки севшим медом. Показывал. Прошлое видео можете посмотреть. Если уже потеплело, допустим, вот как сегодня, вчера, уже солнышко, температура плюс 10, пчелки летают, значит, я уже даю им в кормушках медовую сыту. Видите, снова я даю мед. Это на порядок увеличивает интенсивность размножения. То есть матка очень хорошо откладывает быстро яйца. От этого будет зависеть потом, как пчелки будут выходить. Через 21 пчелки же будут уже выходить. И в таком темпе они будут выходить. То есть усиливать эту семью молодыми пчелами. Если она будет откладывать, матка, по 2-3 яйца каждый день, представляете, сколько это надо дней, чтобы пчел вышло потом молодых. А если она будет в день откладывать там весной 500, уже 700, 1000 яиц, представляете, потом сколько молодых пчел будет выходить. То есть интенсивный рост будет семьи. От этого будет зависеть. Вот все эти факторы будут влиять на интенсивность развития семей. Сейчас я вам покажу, вот как мы делаем. Сейчас, в данный момент, чтобы интенсивно семьи развивались, к этому времени мне примерно к середине апреля уже полное идет замещение молодыми пчелами старых зимовалых пчел. Уже почти они заместились. Пчелы заместили, и такое сила семей такая же и осталась. Даже больше пчел, потому что я экономную силу экономлю и старым пчелам. И старые пчелы остаются здесь, и высшие молодые заместили их. И уже надо подставлять им сушь. Надо, чтобы матка работала. Интенсивность размножения у меня высокая, потому что я эти все условия соблюдаю. И кормлю их сытой, медовой. Я их также, пчелок, сейчас я вам покажу, утеплил. Видите, сколько рамок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рам здесь. Вот. Кормушечка стоит для сыты. Утеплена она. Это тоже влияет, утепление. Как гнезда утеплены. Почему нужно утеплять? Потому что это тоже влияет на ускоренное развитие семей. Тепло должно быть тоже один из факторов развития семей, когда тепло идет интенсивно. Это будет от природных условий зависеть, от климата. Если будет тепло, значит будет интенсивное размножение будет в гнезде. Матка будет очень хорошо класть яйца, когда тепло. Тепло тоже влияет. А если весной в природе нет тепла, значит вы должны утеплять гнездо. Литок закрывать. Вот что я показывал в прошлом видео. Боковинки, вверх гнезда. Значит, я вам сейчас покажу. Сейчас я вам покажу, как мы льем сироп. Вот этот там сыту. Мы используем такие бутылки пластиковые по 1,5 литра. Очень удобно. Значит, кормушка на пол-литра, и вот на 3 семьи получается. Значит, мы с женой вдвоем. Она, значит, сейчас мы это покажем. Вот как у нас процесс получается. Значит, она берет, накрывает, то есть берет, наливает. Я вот, смотрите, левой рукой поднимаю и крышечку она наливает.
И примерно третью часть бутылки. Все, третья часть налита. Я закрыл. Видите, это все быстро получается. Вот. И переходим на другую семью. И у нас этот процесс очень мало времени занимает. Быстро мы кормим их. Видите, удобно с такой кормушкой. Немножко неудобно с кормушкой, где вот этот севший мед мы кладем, когда холодно. Ну, вынуждены мы это делать, потому что если мы будем лить сироп, сытую жидкую, и холодно, пчелки возбуждаются, они переносят эту сытую, возбуждаются, они начинают вылетать из улья. Это нехорошо, они погибают, замерзают, куда-то летят. И поэтому мы сыту льем только тогда, когда уже потеплеет, примерно 10 градусов, когда солнышко. А это уже где-то вот, уже мы где-то 3-4 дня уже льем сироп, а до этого раскладывали севший мед. Ну вот, я вам примерно рассказал, как у меня на пасеке проходит ускоренное развитие семей. Поэтому у меня и по всем семьям идет ускоренное развитие, интенсивное размножение. И к первым числам мая я уже начинаю делать отводки по моей технологии от каждой семьи. Отводки надо делать тогда, как не менее 8 рам расплода там. Полные корпуса занимают 12 рам. Понимаете, поэтому вот интенсивное такое размножение и развитие в семье у меня. И я стараюсь это выполнять. Если вам это нравится, не забывайте, ставьте лайк. Я вас уже не прошу угощать меня чашкой кофе. Но лайк вам можно поставить, чтобы мой канал развивался, чтобы больше пчеловодов посмотрели мой канал, посмотрели на мои рекомендации, как вести весной пчеловодство, развивать семьи весной. Поэтому ставьте лайк. До свидания, до скорой встречи.